Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала зеленого дракона, символ 2024 года. Вязала его из пряжи производства Пехорка, детская новинка, в 50 граммах 200 метров. Это стопроцентный высокообъемный акрил. Рекомендованные спицы номер 3. Но я вязала крючком 2,5, чтобы было плотнее. Значит, использовала цвет зеленый бильярд 742 номер. Ушло 2 мотка. Так, зеленым цветом, вы видите, практически весь дракон. Далее, того же производителя светлый изумруд, номер 581. Значит, вязала перепонки вот здесь. Дальше гребень спинной и перепонки крыльев. Хватило одного мотка, даже меньше. Того же производителя цвет суровый, номер 166. Вязала им рога, а также когти на лапах. Мало ушло его. И белый цвет номер 01. Глаза. Для глаз использовала вот такие заготовки из набора. миллиметров. Как вы заметили, чешуи на драконе нету. Я не стала ни вязать, ни пришивать пайетки. Вот можно использовать пайетки, пришивать любого цвета, либо зеленый, либо желтый, можно большие или маленькие, это уже дело на любителя. Можно связать крючком, есть такой узор, называется чешуя, крокодилья чешуя или чешуя крокодила. Сшивала вот такими иголками, в основном я работала вот этой средней иглой. Значит, обязательно имейте проволоку. Вот сюда в крыло, на одно крыло, сантиметров 60 берите. И на второе 60. Далее. Я это показывала, что я вязала с проволокой. Мой совет. Во время вязания сразу от начала и до конца, по мере того, как будете вязать, вставляйте проволоку. Иначе он не будет держать форму. Я уже вставляла проволоку после того, как его закончила. Также вставляйте проволоку в лапы, чтобы он мог стоять. Вот, за счет того, что у вас здесь проволока, можно менять форму крыльев по-разному, как вам понравится. Можно свернуть, можно развернуть. Это уже дело на любителя. Сразу хочу сказать, работа очень сложная.
Вся сложность вязания этого дракона в том, что все детали пришиваются. Вот. Меня очень выручила вот такая игла. Все детали пришивные. Это, никуда не деться от этого. Так, и последнее, наверное, что хотела сказать. Когда будете пришивать перепонки, обратите внимание, где у вас левая сторона и где правая. Сами-то вот эти части вяжутся одинаково, а вот пришивать, чтобы у вас либо на лицевой стороне был шов пришивания, либо на изнаночной стороне. Вот. Поэтому имейте это в виду. Так, теперь параметры этого дракона. Вес 450 грамм. Размах крыльев от конца одного крыла до конца другого крыла 62 сантиметра. Высота дракона от лап до высшей точки 37 сантиметров. Длина самого дракона по хребту от морды до конца хвоста 80 сантиметров. Ну вот вроде бы и все, что я хотела рассказать по поводу изготовления этого дракона. В принципе, эта игрушка мне понравилась, но я говорю, что очень большая работа. Так, для начала я вам расскажу и покажу, как я из полиэтиленового пакета формы маечка делаю маркерную нить. Почему я делаю из пакета? Если маркерную нить использовать другого цвета по отношению к основному вязанию, то на изделии будут очесы от контрастной нити. Поэтому я вот так отрезаю. Теперь разрезаю здесь. И вот эту полосу разрезаю на несколько частей. Можно иголками заколоть здесь, чтобы одинаково было. Но это не суть важно. Так, и эту полоску еще разрезаем. Так, вот такие длинные полоски контрастного цвета будут маркерной нитью. Поскольку мы сейчас начнем вязание с головы, то мне такая длинная не нужна. На туловище можно оставить длинную. Поскольку я буду отмечать
маркерной нитью с двух сторон изделия, чтобы легче было считать и можно было себя проверять. Я сделала маркерную нить другого цвета. Вот у меня будет их две. Ну и теперь начнем вязание. Итак, начнем. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. 1, 6. Так, берем красную маркерную нить, начало и конец ряда. И захожу вот в вертикальную петлю, то есть самую первую, которую мы провязали в кольцо. Вот сюда. Соединяем. Вывязываем еще одну воздушную. И сюда же провязываем еще один столбик без накида. То есть мы с вами связали прибавку. Далее за каждую полупетлю, за переднюю, вот она, провязываем по 2 столбика без накида. Это вторая прибавка. Третья прибавка. Так, здесь мы затянем. Так, вот здесь середина. Я поставлю другого цвета маркерную нить. И продолжаем вязать прибавки. Так, во втором ряду 12 столбиков без накида. Так, первую петлю пропускаем, заходим под вторую. Это петля соединительная. Так, соединяем. Так, столбик без накида. Под следующую, под переднюю полупетлю вывязываем прибавку. Опять столбик без накида. А под следующую полупетлю прибавка. Это уже 2 раза. Опять столбик. Прибавка.
Это 3 раза. Так, маркерную нить перебрасываем. Вот она петля. Опять столбик. Прибавка. И последняя прибавка. Теперь эту петлю пропускаем, заходим под всю петлю для соединения. Так, маркер перебрасываем. Соединили. И 1 воздушная. Теперь вяжем 2 столбика, прибавка. Вот 1 есть. Следующий столбик за полупетлю. 2. А теперь прибавка. Так, это мы 1 раз провязали. 2 столбика. Прибавка. Два раза. И опять 2 столбика. Прибавка. Три раза. Так, в середину прошли. И дальше точно так же заканчиваете вторую часть. В 4-м ряду 24 столбика без накида. Так, 5-й ряд вяжем. Одну петлю пропускаем. Во вторую под всю петлю делаем соединение. И 1 воздушную. И должны провязать в общей сложности 5 столбиков без накида. 1, 5. Далее 2 прибавки. То есть под одну полупетлю 2 столбика без накида. 1, 2. 1 прибавка. Вторая прибавка. Далее 10 столбиков без накида.
5. Перебрасываем эту нить. И заходим вот сюда. 6. 10. 2 прибавки. 1. 2. 5 столбиков без накида. 1. 5. В пятом ряду 28 столбиков без накида. 6-й ряд. Первую петлю пропускаем. Это у нас была петля соединения. Заходим вот во вторую, под всю петлю. Соединяем. И 1 воздушная. И должны провязать 28 столбиков без накида. То есть ряд вяжем без изменения. 1. 2. 3. И так по кругу. Переходим к 7-му ряду. Смотрим. Первую петлю пропускаем. Заходим под всю петлю, под вторую. Соединили. И 1 воздушная. В общей сложности нужно провязать 6 столбиков без накида. 1. Далее за полупетли. 6. 2 прибавки. Так, 1 прибавка. И сюда 2 прибавка. — 12 столбиков без накида. 1. 6. Так, перебрасываем маркер. Так, следующая петля, вот она. Перебрасываем маркер. И провязываем еще 6 столбиков без накида.
6. В итоге мы провязали здесь 12 столбиков без накида. Далее 2 прибавки. Так, это одна прибавка. Вторая прибавка. Шесть столбиков без накида. 1, 6. В 7 ряду 32 столбика без накида. 8 ряд вяжем без изменения 32 столбика без накида. Маркер перебрасываем. Значит, первую петлю пропускаем. Будем заходить вот в эту, за всю петлю. Так. Соединили. 1. Далее за полупетли, за передние. 2, 3. И так вяжем по кругу в общей сложности 32 столбика без накида. Так, 9 ряд. Первую петлю пропускаем, соединительную. Заходим вот сюда во вторую. Под всю петлю. Протягиваем. 1 воздушная. Вяжем 7 столбиков без накида. 1, далее за полупетли. 2. 7. 2 прибавки. 1, 2. 14 столбиков. 1, 14. 2 прибавки. 1, 2.
2, 7 столбиков без накида, 1, 7. В 9 ряду 36 столбиков без накида. Так, 10 ряд будем вязать. Первую петлю пропускаем, будем заходить во вторую. Так, за всю петлю. Соединяем. И 1 воздушная. И вяжем 36 столбиков без накида. То есть ничего не меняем. 1 за полупетлю. 2, 3. И так вяжем по кругу. 11 ряд. Опять 1 петлю пропускаем, заходим во вторую. За всю петлю. Соединяем. И 1 воздушная. И вяжем прибавку. То есть сюда же вяжем еще 1 столбик без накида. Далее 8 столбиков без накида за переднюю полупетлю. Один. 8. 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. 14 столбиков без накида. 1, 14. 2 прибавки. Одна. Вторая. 8 столбиков. 1, 8. В последнюю петлю прибавка. Так, вот здесь петля растягивается, поэтому сначала провяжем
за всю петлю. А потом за полупетлю. Вот. Вот так можно варьировать. В 11 ряду 42 петли. Так, дальше 12 ряд. Одну пропускаем петлю, заходим под следующую, под всю петлю. Вот так. Соединяем. Провязываем воздушную. Один столбик. Далее за полупетли. Два. Три. Итак, вяжем 12 ряд по кругу. И у вас должно быть тоже 42 петли. Так, 13 ряд. Одну петлю пропускаем. Под следующую петлю, под всю петлю заходим. Так. Соединяем. И одна воздушная. И сюда же вяжем еще один столбик без накида. То есть сделаем прибавку. Вот так. Далее 10 столбиков без накида. Так, один. Десять. Две прибавки. Так, одна прибавка. Так, и сюда же второй столбик. Вторая прибавка. 16 столбиков без накида. Один. 16. Две прибавки. Один. И сюда же второй. Одна прибавка. Вторая прибавка. Так, ну вот видно, что где прибавки, там отверстия. Давайте сделаем так. Сначала за полупетлю, а потом за всю петлю. Вот, за всю петлю. Так, опять за полупетлю. И за всю петлю. Так, ну вы варьируйте, смотрите. Смотрите, чтобы вам было комфортно, удобно, чтобы у вас все получалось. Далее. 10 столбиков без накида. Один.
10. И в последнюю петлю прибавка за полупетлю и за всю петлю. В 13 ряду 48 петель. Пропускаем одну петлю, заходим вот под эту вторую, соединяем. Так, соединили, петлю подъемом, столбик без накида 1, а нам нужно провязать 48. То есть вяжем ряд без изменений 1. И так вяжем по кругу. Закончила я 14 ряд, в котором 48 столбиков без накида. 15 ряд. Я уже вам не буду показывать, как я соединяю. Я просто буду напоминать. Одну петлю пропускаем, в следующую соединяем и вывязываем воздушную петлю. Так, 15 ряд. Вот один столбик мы провязали, когда соединили. И сюда же нужно провязать еще один столбик, то есть связать прибавку. Далее 11 столбиков без накида. 1, 11. 2 прибавки. Так, одна. Вторая. 20 столбиков без накида. 1, 20. 2 прибавки. Давайте сначала за полупетлю, а затем за целую петлю. Одна прибавка. Вторая прибавка. 11 столбиков без накида. 1, 11. В последнюю петлю вяжем прибавку. В 15 ряду 54 столбика без накида. Так, 16 ряд. Значит, мы что делаем? Одну петлю пропускаем. Вот тут внимательно будьте. Вот здесь мы провязали прибавку. Значит, вот эту петлю пропускаем, а вот под эту петлю заходим, соединяем. И вяжем 16 ряд по кругу без изменения. 54 столбика без накида. Так, закончила я 16 ряд, но еще не соединила. Теперь поворачиваем сюда. Это у нас 16 ряд. Перед ним 15. Отсчитываем в правую сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 столбик отмечаем. Можно взять те же полиэтиленовые маркерные нити. Так. И 8 столбиков в левую сторону. Вот 8. Впоследствии в этих местах будут глаза, утяжка для глаз. Так, вот я соединила и начинаем вязать 17 ряд. Столбик один есть. И под ту же петлю вяжем еще один столбик. То есть связали прибавку с вами. Прибавка. Дальше 12 столбиков. Так, 1. 12. 2 прибавки. Сначала за полупетлю я возьму, а теперь за всю петлю. 1 прибавка. И 2 прибавка. 24 столбика без накида. 1. 24. 2 прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка. 12 столбиков без накида. 1. 12. И в последнюю петлю прибавка. В 17 ряду 60 столбиков без накида. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ряды вяжутся без изменения по 60 столбиков без накида в каждом ряду.